Доброе утро. И спустя 2 года я в Цольдере и я в Наскаре. Иду в команду, с которой сделал много-много гонок вместе сделал. Проехал много гонок, проехал много сезонов. 5 лет мы работали вместе. И они меня уговорили проехать финал в Цольдере, Евро-Наскар. И идем здороваться. 2 года мы не виделись. Всем привет! Всем привет! И мы сегодня в Цольдере на финальной гонке европейского Наскара. И я буду его ехать, а ты будешь смотреть. Так как нас часто просили, и всем очень нравятся наши гоночные видео. Европейский Наскар — это серия, в которой я провел 5 сезонов. И с командой Марка Стип Мотоспорт, это немецкая команда, которую я знаю из Наскара, из Венрей, из Овала. Мы с ними провели очень много вместе времени, очень много гонок. Трек Цольдер, наверное, поклонники Формулы-1 все знают с аварии в 1982 году, которая произошла с Жилем Вильнёвым. Он столкнулся с машиной Йохан Масса и вылетел из машины, ударился головой и погиб здесь на треке. Поэтому с 1982 года Формула-1 здесь больше не проводилась. Это был Гран-при Бельгии. Йохан Масса, вы, может быть, все помните и видели, он с нами ехал мили-мили в Дубае. К сожалению, в этом году, в 2025 году, он в начале года умер. У него с сердцем случилось, и он умер. Поэтому, я не знаю, что мы начали с трагичных новостей сразу. Переходим в позитивные новости. Так вот, Марка Стип Мотоспорт уговорили меня проехать финал. Я очень рад это сделать. Я здесь. Я очень люблю Наскары, потому что это не просто гонки, как ГТ-машины, да, где все аккуратненько, все красиво едут, а это автогонки, смешанные с боксом. А бокс я тоже люблю, поэтому... Let's see on Sunday if you still say the same. Поэтому здесь. Сегодня пятница, сегодня будут у нас 2 практики. Я еду в категории Pro. Европейский Наскар, он поддерживается, и это подразделение американского Наскара, но все гонки идут по роуд-курсу, то есть по нормальным трекам, потому что в Европе нет овал, есть только один-единственный овал, сертифицированный в Венрей, но там Евро-Наскар не проводит, потому что он очень короткий и небезопасно для этих машин. Уже расскажу предысторию. Да? Для овала сделаны машины, называются left-hander. У них сделан вес 70% в левую сторону, ну, если овал влево, да, 70% в левую сторону, и, ну, овалы все в левую. 70% веса в левую сторону, 30% веса в правую сторону. И у нее завалена подвеска настроена. Я эти гонки тоже ехал, я тоже, наверное, 5 или 6 сезонов проехал. Я был вице-мастером в Венрее. Это очень специфично. Там мотор стоит точно такой же, V8, 5.7, Corvette или Ford, но двухступенчатая коробка. Первая передача надо только для того, чтобы тронуться, потом включается вторая передача, и ты на этой передаче практически всегда едешь на максимальной скорости. В Венрее из-за того, что очень короткий трек, он всего 800 метров, там есть 2 жестких торможения перед входом в бэнкинг, в упор по-русски, да? Да. И потом ты как бы делаешь резкое торможение, заходишь и открываешься. Все рассказывают, что овал — это очень легко ехать. На самом деле овал ехать намного сложнее и тяжелее, чем нормальные треки. Почему? Потому что на нормальном треке ты можешь сделать ошибку где-то, да, там чуть-чуть раньше затормозил или чуть-чуть позже затормозил, там потом раньше открылся. Ты можешь потерять пару секунд там, или доли секунд в каком-то повороте, но ты можешь потом улучшиться в других местах по отношению к другим, потому что кто-то другой совершит эту ошибку, и ты можешь все-таки держаться в пелотоне и бороться за призовые места. В овале это практически невозможно, потому что в овале, как только ты делаешь малейшую ошибку, перетормаживаешь или не дотормаживаешь, или ты не вовремя открываешь газ, или не так агрессивно открываешь газ, или сильно агрессивно машину сносит. То есть, когда ты теряешь хоть какое-то малейшее время, доли секунды, там все считается в сотых, потому что там время круга идет 19 секунд. Так у тебя отрывается этот гэп, появляется, и подъехать практически потом невозможно. То есть только если вдруг выйдет safety car или рестарт, тогда у тебя есть шансы опять приблизиться к пелотону. И там интересный еще момент, мой самый любимый момент, что самые быстрые пилоты всегда стартуют с конца, более медленные стоят впереди. И смысл гонки, то есть ты догоняешь, плавно обгоняешь, и ты должен на финиш прийти первым. Поэтому там более такое... Для пилота там экшен всю дорогу.
Скорость там такая, что в принципе ты на приборы, на петлиметр практически не успеваешь смотреть, потому что все происходит очень быстро. У тебя происходит выход с поворота, резкий разгон, потом резкое торможение, опять вход. Ну, кто ехал в спидвей на мотоциклах или гонки по льду, те, наверное, поймут, о чем я говорю. Я вам еще чуть позже расскажу про самую сильную аварию, наверное, которая у меня была в автомобильном спорте. Она у меня была в Наскаре в овале. Очень интересно, я вам это расскажу чуть позже. Так вот, европейский Наскар — это чемпионат Европы, который проходит, начинается он в Валенсии, Брендсхедж, Англия, Мост, Чехия, Валилунга, Италия, Оушислебен, Германия, Сольдер, Sechs insgesamt. финал. Да. 6 гонок в чемпионате. Одна машина делится на две категории. Можно ехать в категорию Pro и категория Open. Категория Pro — это для профессиональных спортсменов. Это пилоты золотые, серебряные или бронзовые. Open — это начинающие пилоты. В основном это бронзовые пилоты. Если ты очень хочешь, ты можешь ехать, разрешается одному пилоту ехать обе категории. Я это делал 3 года подряд. Тогда ты проезжаешь за одни выходные 4 тренировки, 2 квалификации, 1 вармап и 4 гонки. Ну, по физухе классно, очень нравится. По бюджету тоже кто может себе позволить, едет. Потому что тут ты не делишь ни с кем машину, и у тебя технические все проблемы, крэши и все остальное, у тебя ответственность только на одном пилоте. Поэтому тут есть позитивные и негативные вещи эти. У тебя нету фидбэка от второго пилота по поведению машины, потому что так тебе может, например, про-пилот сказать, что машина чуть неправильно настроена, надо то-то, то-то, то-то сделать. Ты должен тут сам догадываться во все вещи. Поэтому делить машину можно, но не нужно. Можно, но не нужно. Сегодня пятница, сегодня у нас идет расписание дня. Была регистрация до 11:30, сейчас в 12 часов у нас будет драйвер-брифинг. После него обед. В Цольдере всегда с часу до 2 запрещено заводить моторы, потому что в Цольдере вокруг трека везде частные дома, и у них есть такой регламент. И ровно в 6 часов вечера должны заглушить моторы, и никто не имеет права заводить. Это такой регламент на этом треке. И ровно после 2 часов начинается у нас тренировка. Сегодня у меня будет 2 тренировки. Одна в 2 часа дня, вторая в 4 часа дня. Буду знакомиться с машиной. Я 2 года на ней не ездил. Буду привыкать к новой коробке, потому что раньше было переключение Х нормальное, а сейчас поставили сегментальные коробки, потому что больше Х-коробки не разрешены с прошлого года. Поэтому буду вспоминать, учиться. Приятно встретить всех, приятно встретить команду, приятно встретить пилотов, с кем я много лет боролся, дружил. Поэтому сегодня мы дома. Дома. Сейчас технический контроль вещей, то есть шлема, комбинезона, белья, ботинки, перчатки. Все должно быть сертифицировано по стандарту FIA. На них есть такая наклейка, голограмма с номером, которая должна соответствовать европейским стандартам. Вот парень из Америки едет американский Наскар, у него он комбез 1 не прошел, потому что нет европейского стика. Это подтверждает, что комбинезон несгораемый и пошит нормам безопасности Автомобильной Федерации Европы. Поэтому они меняют эти правила, каждый раз выходят какие-то новые регуляторы, и вещи должны всегда соответствовать тем годам. И если они очень старые, какие-то 5-летней давности, то они не проходят контроль, и в них ты не имеешь права стартовать. Для этого есть технический контроль как машин, так и вещей пилотов. Вот они, или на перчатках они внутри, вот видишь. В нем стоит номер серийный, а здесь есть homологация номер. И до когда она действует. Sprich mit mir, wenn du brauchst, nicht einfach. Wie geht's dir? Und Kein Wort.
Быстрый рассказ впечатлений после первой тренировки. Я 2 года не сидел в Наскаре. После 20-минутной тренировки ты выходишь абсолютно мокрый из машины, потому что, как я уже говорил, и температура, и работа в машине такая, это олдскульные гонки. В машине ты там просто... Первый раз я еду на секвентальной коробке, причем, ну, на секвентальной я ездил много раз, которая переключает робот. А здесь секвентальная коробка, которая механическая H, переделана в секвентальную, и ты все это делаешь механически. Поэтому миллион раз ловил нейтральную передачу. Конечно, перед торможением, перед шиканами это стрёмная штука. Для первой тренировки, в принципе, доволен, чуть раскатился. Посмотрим сейчас, как дальше все пойдет. Вторая тренировка, силы все меня покинули, потому что я не сильно подготовлен под Наскар, и я весь сезон не ехал. Парни все очень быстрые, борются за чемпионат, потому что финальная гонка, двойные пункты. Категория Pro, реально все очень быстрые. Те, с кем я боролся 2 года назад, они сегодня просто на 15 позиций впереди. Но позитив есть, потому что я думал, будет реально хуже. Еду, в принципе, практически свое время, и думаю, завтра квалификация на свежих покрышках, все станет на свои места, потому что сегодня куча всего нового, покрышки, резина старая, машина не моя, поэтому тяжело, но удовольствие, самое главное удовольствие, и завтра будет интересный день, завтра будет квалификация, гонка, будет квалификация Pro, квалификация, потом Суперпол Pro, потом будет гонка Pro, и у Open у них тоже будет квалификация и гонка. Машина не 48-я, потому что я этот сезон не ехал, и на моей машине едет с американского Наскара пилот. Мне дали запасную машину 46-я, которая была не в сезоне. Вот, поэтому, все равно, так как я не борюсь за очки или за чемпионат, поэтому в свое удовольствие просто проехать гонку, вспомнить, что такое Наскар. И еще одна практика добавляется в копилку, потому что делать большие перерывы, это, конечно, убийственно для спорта. It is from 2023, or the 22. 3 years ago. Yeah. Вот моя машина 3 года назад. Thank you. Всем доброе утро, и сегодня у нас в эфире Иван Пеклин. Ваня, привет. Привет, Жень. Ваня будет у меня сегодня споттером на Нескаре. На Нескаре обязательно должен быть споттер, это человек, который стоит с радио наверху в башне, да? Говорит, Ты же у меня едь был. быстрее, Да. тормози позже, газ-газ. Да. Ваня у меня был споттером в 22 году в Наскаре, да, и у него очень хорошо это получается. Мы на самом деле с Ваней уже пару гонок вместе ехали. Самый наш хайлайтс это был FIA Motorsport Games. Да. Мы ехали на Астон Мартине GT3 за Team Ukraine. Ваня, что мы еще с тобой? В Наскаре ты был споттером у меня. Да, GT4 мы Да. проехали гонку одну. Да, GT Germany мы были на Астон Мартине, да. ехали с тобой Хокенхайм финал. НЛС, отдельно. Да, мы пару ехали в ЛНов по современному ЛНС. НЛС. Вот, Ваня живет в Германии, недалеко от Нюрбургринга. Ваня, да? Полчаса. Полчаса, да. Он там занимается, коучит, тренируется, едет. Вот все, что можно там на колесах делать, он там все делает. Ломает, бьет, портит, чинит. Это у нас Ваня мастер. Вчера Селина была споттером, но я ничего одного слова от нее не услышал, потому что у нас была проблема с радио. Сегодня Ваня привез шлем второй, свой, дает мне свой шлем. Уже мой шлем, я так понимаю, все перестал работать. И сегодня он будет у нас споттером. У нас в 10 часов, через полчаса у нас квалификация.
NASCAR Pro. Я вам скажу, после вчерашних 2 тренировок наскаровских я такой чуть-чуть помятый. Я сегодня чувствую все мышцы абсолютно свои, какие у меня есть, которые я уже пару лет не чувствовал. Причем у меня даже, по-моему, внутренние органы там дают сигналы какие-то. Если был бы такой дисплей, который показывает телеметрия меня, то у меня было бы сейчас там check-engine точно. Вот. В падоке атмосфера и люди, вот я здесь 5 сезонов был, вот ничего не меняется. Дети только повзрослели, которые приходят смотреть, а их родители постарели. А так все то же самое. Нина крадется с камерой. Чпок! Ну что, Ваня? План на Покажем сегодня- им, Да. покажем им. Да, план показать всем, где раки зимуют. Да. Ну и сделать хорошую квалификацию чистую, и потом не убиться в гонках, хотя в Наскаре, ты же знаешь, они тут вообще без тормозов едут, поэтому Я потому буду- план выжить у нас, Ну, план выжить. план, смотри, план такой. Мы квалифицируемся последними, для того, чтобы они все отъехали. Убились, и мы первые, и мы первые. Поэтому план будет такой. Ну что, Ваня, давай, я тебе желаю удачи. Да, я тебе. Юбилей 10 лет механики вместе. Можете себе представить? Проснулся где-то, старый песок поднялся со дна, и проснулся тот Женя, старый сокол. Классно, просто фантастика какая-то. Поэтому сейчас мне надо чуть отойти после гонки, потому что я вообще не ожидал подиум, и что так все развернется, и так быстро все будет. Всем спасибо. Ваня красавчик, споттер номер 1. Ваня, я тебе расскажу чуть про машину. Ты же, наверное, ничего про нее не знаешь, да? Да. Один раз посидел и пару кругов сделал. А ты помнишь историю, как, кстати, когда мы ехали с тобой в FIA Motorsport Games, моя машина была в Наскаре в Гробнике. Да. В Гробник. Не стало. Ее не стало. Мы ехали GT4 Germany, и с нами ехал Хуго Заса и Марк Дэвид Ортман. Да. Они выиграли чемпионат 3 года подряд. Очень быстрые парни оба. И я им решил сделать приятное. Я говорю, слушайте, давайте я поеду в FIA Motorsport Games, а вы проедете вдвоем на Наскаре. Один проедет Pro серию, а второй проедет Наскар 2. И Майк довольно-таки неплохо ехал, а у Хуга в Шикане, да,
Нет, с прямика. С заднего вроде. Да, с прямика у него заклинил газ, и на скорости километров 200, да, 200, она да, ушла в точно, стену. да. Машины не стало вообще. Да. Совсем. От слова совсем. Мы видели фото. Так вот, что такое наскаровская машина? Это называется монокубок, так можно назвать. Моно, да? Да. Производитель же машины один вроде или нет? Производитель RAM один. RAM. А моторы разные? Не, моторы тоже один. Тоже один. Да. Значит, это монокласс. Да, это монокласс. Что значит монокласс? Монокласс — это технически у машины у всех одинаковые. Они выглядят только бодикит разный. Да. То есть есть здесь, это, например, Camaro, Да. Chevrolet Camaro, есть Toyota Камри. Camry, потом есть Ford Mustang и что-то еще есть. Тут или вообще? Тут, наверное, больше ничего, Ничего нет. а в Америке есть. Ford? Нет, не в Ford, Овале да. есть Chevrolet Impala, по-моему, или Caprice, что-то такое. Ну, не важно. Может быть. Короче, машина выглядит... Но ты уверен, что моторы одинаковые? Для меня это новинка. Я думал, что шасси одно, а моторы все разные. Нет, моторы, или нет? моторы все одинаковые. Моторы поставляет сам NASCAR. Они все опломбированы. И их нельзя покупать в другом месте, как нельзя и покупать запчасти для этой машины в другом месте. Абсолютно все запчасти покупаются только в серии, здесь на треке. Да. Смотри, даже бодикит, на них везде есть голограмма с серийным номером. Это для того, чтобы не делали бодикит самодельно или там заменяли его на... Вот они монополию придумали, Да, они придумали на монополию. Все, что здесь бьется и ломается, все принадлежит им. В конце 22 года они получили 50 моторов. Для классов в коробках пришли. И моторы были заводским браком. У них рвались цепи. И в Валенсии в финале в 2020 году только в одной машине у меня было 3 замены мотора. Механики, у меня есть фото, видео, когда я захожу в бокс в воскресенье в 7 утра, а здесь, как после поля боя, лежат механики, на полу спят. Вы можете себе представить, что такое за одни выходные механикам поменять 3 мотора в машине? То есть после каждой сессии мы меняли, после каждой гонки, после каждого выезда мы ставили новый мотор. Это было, реально очень тяжело. Так вот, здесь симметричная рама, потому что в овале есть left-hander, там вес на левую сторону. Здесь абсолютно симметричная рама. Эта машина сделана для роуд-курс, для нормальных треков дорожных. В Америке на одного пилота, насколько я знаю, сейчас может меня поправить кто-то профессионалы, на одного пилота 4 разных типов машин. Есть машины под овал, машины под... Суперовал, наверное. Да, суперовал Типа большой, Дайтона большой. Потом машина для роуд-трека. И еще какая-то 4-я там. Там они делятся на другие. Там 3 категории. Там категория трак. Потом Infinity. Infinity — это машины, которые как наши. Это до 450 лошадей. Типа стоп. И потом Суперкап. Суперкап — это машины наскаровские, у которых 900 лошадей. В Наскаре бюджет на одного пилота в Америке 77 миллионов. 77 миллионов. Это возможно? не дотягивает до Формулы-1. Возможно, почему? Потому что все гонки начинаются первая неделя февраля и заканчиваются последние недели ноября. Они едут каждые выходные. Грузовик с трека уезжает на базу, потому что логистика не успевает. И машину готовят на базе, уже готовят другую машину, которая едет на новый трек. То есть пилоты команды перемещаются с трека на трек, а материал машины возвращается обратно на базу, ремонтируется и обратно, а на новый трек... Значит, у них есть несколько машин под роад-курс, У них, несколько да, машин под да, суперовал, и они все... Я видел фотографию перед началом сезона. В Суперкапе 1000 сильных моторов для одного пилота. Вот такое поле стоит моторов. Потому что моторы, он едет один раз. Ну да, конечно. Да, и потом он идет опять на ребилдинг, на все дела. Они заказывают моторы под сезон, я не знаю, там 50 моторов, наверное. Я не знаю точно, но это выглядит... то есть там сумасшедшие бюджеты, но там и сумасшедший возврат бюджетов за счет спонсоров, посетителей. Американские NASCAR — это самые популярные гонки в Америке. Все видели на стадионах количество людей. Да. И президент Америки приезжает на открытие NASCAR в Дейтону на первую гонку. Я не знаю, в каких странах, на какие гонки приезжал хоть раз в жизни президент.
Так вот, европейский NASCAR — это подразделение американского NASCAR. Если ты его здесь выигрываешь, то ты имеешь право проехать одну гонку в американском NASCAR. В Капе или в Infiniti? В Infiniti. В Капе нет. В Капе, если кто-то видел результаты пилотов Формулы-1, таких как Жак Вильнёв ехал в Капе, потом тот же Алонзо, Баттон, вроде бы. Баттон, Райконен. Райконен, то мы все видели, чемпионы мира в Формуле-1 в Наскаре были на круг. Да, их отъезжали на круг, потому что, можете себе представить, в Наскаре вот на суперовале скорость 345, они едут с дистанции 30 сантиметров, 40 сантиметров всю гонку друг другу в бампере. Там есть куча фишек с аэродинамикой, которые... Бамдрафтинг, да, сайддрафтинг. там просто куча моментов, которые могут тебе и подвинуть пилота, и дестабилизировать машину, и там, короче, это долго рассказывать, целая наука. Да. Так вот, эта серия намного бюджетная, она, глобально бюджетная. В европейском Наскаре весь сезон проехать сегодня стоит в районе 120 тысяч евро. Ты имеешь в виду один чемпионат или и тот, и тот? Нет, только Pro или NASCAR 2. Окей. То есть где-то в районе 240 тысяч, 200 тысяч в очень хорошей команде стоит проехать обе серии. Когда я пришел в NASCAR, очень мало пилотов, кто ехал Pro и NASCAR 2, один пилот в обе серии. Сегодня я вижу практически половину пелотона едут в двух дивизионах. Я думаю, это накат плюс сокращение бюджета, потому что ты все-таки один. Плюс Я думаю, еще меньше риска. Меньше риска, кто-то из пилотов может повредить машину. И это были постоянные дебаты, постоянные споры, там, кто чего испортил, и мне сейчас ехать, а ты испортил машину. Потому что у нас идет 2 гонки в один день, в субботу и воскресенье. Если сильно крэш, то практически не успеют восстановить машину. Хотя 90% восстанавливают машину. Тут какие-то чудо-мастера, они могут сварить, слепить. Но это все равно давание значительно дешевле, чем ехать в GT-серии. 100%, да. Потому что, наверное, в GT4 ты платишь в хорошей команде 1160 за одно место, да? Ну, это зависит от чемпионата, но где-то 200, в так себе чемпионате, 200 тысяч машина стоит минимум, без тестов, без ничего. А так цены могут быть по-хорошему и до 250, и 300. 350, Да. 220. Это зависит, сколько тестов, сколько покрышек. И какая машина? Какая Если хочешь машина? ехать на Aston или McLaren, это одна цена. Если ехать на Джинеты, то она будет плюс-минус, я думаю, как это. Но в GT3 Мы не будем трогать. мы не будем Тему, говорить да. Мы не GT3. будем У нас говорить. есть с Ваней тоже опыт в FIA Games. Ты помнишь, я чуть-чуть с Ferrari, да, есть видео, я чуть-чуть с Ferrari столкнулся в медленной шпильке. И Минимальный. просто. минимальный контакт был, и это стоило 55 тысяч. Надорвался бампер, а фара была целая. Это был Нет, чуть-чуть капот и просто бампер. капот, бампер и крылья это одна карбоновая точно. деталь. В Астоне Да, это да, одна в Астоне карбоновая это одна деталь, да, которая стоит очень дорого. Возвращаемся к первобытному веку. Значит, здесь стиль езды — это такая старая школа, да, то есть, грубо говоря, в этих машинах нет АБС, в этих машинах нету никаких ассистентов электроники. Здесь задний мост — это не независимая подвеска, это зависимая подвеска, как в Как в грузовике. картинге тоже, да? В картинге также? Ну да, тут нет дифференциала. То есть 2 колеса крутятся все время одинаково. Не, ну дифференциал есть. Нет, дифференциал есть, Есть? но у тебя задний мост. У тебя колеса вот так работают, Окей. а не вот так. А, я понял. Да, да. Мы его можем показать. Там вот такой задний мост. У него стоит обязательно, вот смотри, иди сюда. Вот эта вещь, это охлаждение заднего моста. Серьезно? Серьезно. И там есть кнопка, которую надо включить. Потому что если ты не включаешь охлаждение заднего моста, поднимается температура масла, создается давление, может лопнуть дифференциал или выдавить подшипники, и у тебя отсюда начнет вытекать масло. Поэтому я думаю, он с блокировкой, поэтому ему надо охлаждение. Да. Коробка передач здесь 4-ступенчатая. Сейчас с этого года некоторые машины, вот другие машины уже на 5-ступенчатой. Те года, которые ехал, еще было на H переключение. Сейчас уже на секвентале сделали, но это не секвентал, как мы привыкли ехать в GT. Это просто механический переключатель, как на мотоцикле. Но это не робот за тебя переключает.
как То ты есть тебе нужно самому туда вбивать. четко вбивать. Я вот первый день там нейтралки у меня попадали, потому что я пока научился, но быстро привыкаешь. Рама с монококом безопасности действительно очень стабильная. Я думаю, что у тебя больше риска повредиться, если сиденье оторвет или там ремнями, чем ударом об машину, потому что рама действительно очень массивная, очень крепкая. Но сегодня безопасность во всех видах спорта очень высоко, поэтому... Но подожди, то есть шасси и вот трубы, которые внутри кузова, это все одна конструкция. Я тебе покажу фотографию. У тебя получается, если ты снимаешь бодикит, вот этот весь пластик, у тебя одна конструкция, это машина, сваренная из труб. И вот здесь массивные такие металлические защиты пилота. Я понял. Да. Передняя подвеска Есть. есть, да. Амортизатор. Кстати, здесь очень важна подвеска. Здесь подвеска важнее, чем, наверное, мотор, потому что моторы все одинаковые. Здесь важна очень подвеска и настройки подвески. Потому что, посмотри, какие размеры колес. Это 15-е колеса, вот такие вот бублики. Они очень сильно... У них есть мувинг, да, прогибаются, поэтому у тебя все должно работать правильно. Ты должен не дисбаланс не делать машины, потому что чем машина мягче, чем вот эти вот все вещи, это потеря. Конечно, да, это потеря скорости, все. Очень быстро перегреваются покрышки, потому что тормоза очень маленькие, охлаждения у них практически нет. И они потому что горячие, диски Generation 2 в Америке, они уже едут на центрогайке и на литых колесах. А здесь еще старая система, мы еще едем на металлических колесах, на 5 болтах. Почему мы здесь, я думаю, это удешевление. Второе, у нас нет замены колес в гонке. В Наскаре, в американцах у них есть спецслот. Открутить 5 гаек, открутить одну, конечно, будет. Да, это разница время, есть. да. Да. Впереди стоит массивный, если уже говорить про безопасность, впереди стоит очень массивный крэш-пэд. Это вот такой толщины карбон, который, в принципе, поглощает в себя при сильных фронтовых ударах каких-то. Вот эти вот трубки, это идет воздух в... Мотор? Я хотел сказать в airbox, но здесь нет airbox. Здесь есть... Он не инжекторная эта машина, она карбюраторная. Здесь идет... Как жигулятор, да? Жигулятор, да. Вот эти трубки — это охлаждение тормозов. Это единственное охлаждение, которое у них есть. Команды, в принципе, знают свой сетап под каждую гонку, поэтому плюс-минус под пилота могут быть настройки, но в основном уже все сделано. А расскажи... Топ. Это мой чудо-доктор. Best doctor of the best. Yeah. Это человек, который меня приводит в порядок, если я себя плохо чувствую. Yeah. I cannot say it better. No, tomorrow. Это фея Падока, которая... Он мне сегодня дал какие-то таблетки, вот это я как сумасшедший. Расскажи, что здесь за мотор? Сколько здесь лошадиных сил? Какой объем? Здесь стоит корвет мотора. Корвет. Корвет мотора или мотор корвета. Мотор корвет. Да. 5,7. Они все ставятся на стенд, они все опломбированы. У него не должно превышать 450 лошадей. У него ровно 450 лошадей. Но все итальянские машины едут быстрее здесь. Почему? Тоже в 22 году. Помнишь, мы же даже это обсуждали? Мне сейчас Макс Ланза говорит то же самое. Он говорит, вот итальянская машина едет. Посмотри, Томас Грек, с которым я боролся, он сейчас едет в топ-5. Но он едет на машине Аландея. Голландия тоже. Да, это бельгийская команда. У них очень быстрая машина. При этом, при всем, что она на карбюраторе, у нее стоит электронный блок управления. Я тебе покажу. Вот, стоит блок управления. Я думаю, дрифтеры, да, наверное, это знают, они также, да. Но это не Мотек, но это АИМ. То есть ты имеешь в виду телеметрия, да? Не телеметрия. Ты все равно можешь делать настройки впрыска, делать карту свою. Но карту делать нельзя, смотри, вот здесь вот внизу висит пломба. Тебе дают чип с картой на весь сезон. Я вот думаю, или у итальянцев новая пломба есть.
и они меняют чип. 100%, да. Смотри, вот эту пластинку, если чуть-чуть пододогнуть снизу, видишь, есть пластинка, можно достать, в принципе. то можно попробовать достать этот чип. Он вот так снизу вставлен. И мне кажется, они умеют что-то делать. Да, Просто когда как-то доставать эту карточку. да, и вставлять свои настройки. Об этом никто не рассказывает в падоке, но у меня есть такое чувство. Это не может быть совпадение, потому что и в 22-м году это было. Но это всегда все года меняются пилоты, а эти машины остаются быстрыми. Вот я просто это заметил. И чудес не бывает, что они учат лучше, чем другие. Это точно машина. Поэтому, знаешь, как не пойман, не вор, поэтому... Да, это тоже верно. Это не я. Или что, если не контакт с кем-то был? Ты сегодня чистую гонку вроде проехал. Ну или в лесу там кого-то подвинул. Покрышки слики. Как правильно эта марка читается? Хусьер? Хусьер, да? Наверное, Хусьер, да. Это какой-то китайский Гудьер. Мне кажется, это американская. Это американская, я шучу. Это американская, это тоже монопокрышки для чемпионата. Все едут на одинаковой марке, то есть нету здесь никаких ни Они мишелинов. еще, наверное, на траках используются. Может быть, да, потому что они из разных размеров. Есть дождевые. Здесь дождь Да, тоже кстати, я есть. хотел спросить, есть ли дождевые колеса для Наскара, конечно, да. Дождевые есть, и обязательно их ставят. Сколько весит машина? А машина весит тонну 1,24, тонна 240. Тонна всего лишь? Да. Вот это огромная коробка. Вот это огромная машина, тонна 240. Времена кругов, мне ради интереса, на тех треках, где ехал GT4, времена кругов практически одинаковые с GT4, но не с GT3. Нет, конечно, да. GT3 едет всегда на 10 секунд быстрее, чем GT4 на любом треке. Да. А NASCAR, за счет чего, наверное, легче машина, мотор практически одинаковый по мощности, 400 сил, в Астон Мартине 400 сил. Нет, в Астон Мартине было, мне кажется, чуть больше, 450, но он был 1,5 тонны. Он был 1,5 тонны. Ауди 1,5 тонны. А вот Porsche Cayman там тонну 300 с чем-то, но он 440. 440 сил. По покрышкам мне GT4 машины более информативны с фидбэком. Я чувствую слайдинг, там у нас и электроника, да, то есть я больше чувствую всю эту машину. В NASCAR у тебя вот этот вот, она или едет, а потом бах, и все, и уже у нее потащила или морду, или жопу сорвала. Да. Из-за этого здесь ты видишь постоянно у всех, если ты смотришь онборд, постоянно вот этот вот рулежка вот эта. Что на тракторе. Да, потому что ты постоянно ловишь машину, а когда ты едешь за кем-то сзади, ты прямо видишь вот этот мувинг, как машина. Хотя ты сам, тебе кажется, что она так у тебя не дергается, а на самом деле она очень сильно... Расскажи, ты когда едешь за другой машиной, у тебя как в GT3 теряется, есть какой-то воздушный поток, который мешает тебе ехать? Помнишь GT3? Нет, как тут тяжело работает, было ехать? GT3, ты теряешь Намного аэродинамику, да. она начинает хуже едет. Здесь работает слипстрим, как на мотоцикле, Да. как на машине. То есть, если ты уже уперся, у тебя есть шансы потом... Ты начинаешь чуть-чуть подъезжать, когда ты вот четко в мешке. Но в поворотах и на торможениях оно так же. Не играет роли. Тут вообще нет никакой аэродинамики. Здесь, конечно. Да. Здесь Кусок четко, кирпича, да, такой? здесь четко надо рулить, загружать морду, открываться. То есть здесь как бы, я думаю, это гонки 50-х, не 50-х, слики, наверное, позже пошли, да? 65-е. 60-е, середине 60-х, 70-х. А он у нас Артем. Артем, когда эти слики пошли на машинах в формуле? Когда слики пошли? В 71-м. В 70-м. Это стиль с 70-х до 95-го, да, пока появилась электроника на машинах. Да, где-то так. Где-то вот так. Наверное, еще интересно, если я тебе покажу все кнопки, Да. что я вижу в кокпите, да, и что я делаю. Я тогда залезу вовнутрь и расскажу тебе. Так, смотри. Руль мы всегда снимаем, когда вылазим, потому что с рулем здесь вылезти невозможно. У NASCAR нет дверей, поэтому вот то, что я говорил, видишь, смотри, вот у тебя защита. Все. Не, вот. Ну, это такая Да. солидная. Самое интересное, что здесь происходит, температура в NASCAR в гонке до 80 градусов. Здесь очень-очень жарко. Они с этого года поставили какую-то наружную вентиляцию, раньше этого не было. Но это ничего не играет. Почему? Потому что все металлическое, и мотор стоит снесен сюда, и он нагревает здесь температуру
просто сумасшедший, особенно летом, если еще на улице 35 градусов жара. Я помню, как ты вылазил на Валилунге, а ты еще ехал оба чемпионата тогда, то есть по 2 гонки каждый день, по 40 минут. Я не представляю, как ты это вообще Мне делал. говорили тоже на подиуме, говорят, как ты это делаешь, мы не понимаем. Там люди чуть ли не умирали после одной, а ты 2 ехал. Так вот, самое главное, здесь начинаем, да, грубо говоря, садимся, включаем питание, оно сейчас у нас отключено, включается радио, здесь есть радиообмен, есть, у тебя слышит и споттер, и инженер, но в основном идет со споттером, к инженеру ты обращаешься только если у тебя техническая какая-то проблема. Есть, если вот так начинать справа налево, то это для онборда, когда идет съемка, здесь стоит онборд сзади, он снимает, видно пилот и номер машины, кто едет. Это, знаешь что? Тушилка? Тушилка? Не знаю, я спрашивал. Человек чемпионата мира ехал на GT3, GT4, картинги там всех рвал. Вот это тушилка? Противопожарная система, не знаю, что это? Вот я про что говорю, что новое поколение пилотов, они вообще не отдупляют ничего технически. Это катушка зажигания. Это то, что дает искру. что это такое? То, что дает искру свечам или свечам. И то, что, от чего работает мотор. Она вынесена сюда для того, чтобы, если с ней проблема, то сразу ее решить. Короче, не тушилка, а зажигалка, да? Да, это не тушилка, а зажигалка. Молодец. Смотри, после зажигалки действительно есть тушилка. Это ты дергаешь, если в машине начинается пожар. Вот здесь стоит огнетушитель, вот с этой стороны, который... Где здесь эти дюзы, которые делают пену, я, честно говоря, даже не знаю. Проверять будем? Не надо. Есть, кстати, недавно рилс, вы видели? Прикольно. Видел? Какой? Где чуваку говорят, он говорит, как включить передачу на машине. Они говорят, старт. Он говорит, вот тут вот. И он такой нажимает, и в этот момент пена. Не видел? Нет. Так вот. Потом дальше есть масса центральная, которая отключает полностью массу. Тоже, если у тебя пожар, это аварийное выключение. Кстати, очень странно, что тушилка и масса почти одинаковые рычажки. Это носка. Это доска. Сделали одну красную, вторую зеленую, чтобы Не, точно в не GT путать. машинах здесь у тебя открывающаяся кнопка, Да, чтоб красная, чтобы случайно случайно не да. нажали. Да. Здесь можно дернуть, потом ой, не путал. Поэтому... Да. Потом идет, как у нас в GT такой красивый, да, блок с управления с разными большими кнопками, цветами, цветами. да. Здесь вот этот вот блок управления, вот такие вот детские кнопки. Значит, сверху вниз blower. Ваня, что это, как ты думаешь? Это что, то, что сосет, да? Да. Это если ты хорошо проехал, ты такой, оп. Нажимаешь и... Нет, это другое. Наверное, давай. дуйка. Дуйка, да. Вот она. Это дуйка для охлаждения, антифог, запотевания стекла. Я понял, да. Да, но есть и window head. То есть есть стекло, хоть оно и пластиковое, Обогрев оно его, с обогревом, да. Потому что здесь же нет печки, здесь нет обдува. Если дождь начинается, то у меня были гонки, когда ты ничего не видишь. Потому что ты имеешь в виду, что окно запотевает просто? Потому что очень сильная температура машины снаружи, Да. дождь идет, внутри температура высокая, снаружи идет дождь, и у тебя катастрофически потеет стекло лобовое. Поэтому здесь и дуйка, и подогрев, Я понял. и стекла. И было такое, что даже мне давали тряпку в дорогу. Серьезно, да? Если сильно льет дождь, то уже оно не работает. Я понял. Вот, потом дальше есть rain on. Наверное, ты фонарь? понимаешь, это фонарь задний во время дождя включается. Випер это щетки передние. Кнопка X. Axle. Это вал. Axle это... Это охлаждение заднего моста, про которое я говорил. точно. Насос заднего моста. Автоматически при старте у тебя есть кнопка зажигания, вот она. Да. У тебя автоматически, когда я уже 2 пальцами нажимаю эти 2 вещи. То есть сразу же. Ты без этого не можешь заводить машину. Подогрев стекла, как мы уже сказали. И есть АКУ, я не знаю, что это такое. АКУ аккумулятор, но как оно может исправить Не знаю. проблему? И верхняя кнопка — это отключение дэшборда. Дэшборд аимовский, такой же у нас стоял на мотоциклах. Здесь все просто, здесь датчик давления тормоза, показывает тебе обороты, шифтер. Стандарт. Обычный, кто знает, что такое дэшборд, ты можешь выводить там все вещи. С этой стороны кнопка старт. Как в Porsche. Наверное, да. Потом
Это шифтер коробки передач. Лепестков никаких здесь нет. Есть брейк-баланс вперед-назад. Причем он работает не как на GT-машинах в электронном виде, да, здесь просто на педали стоит такой шток и два, которые входят в передний цилиндр рабочий и задний цилиндр рабочий. И ты ими регулируешь баланс перед или задом. Ну, очень простая конструкция, как на тракторах. Я понял. Самая главная кнопка — это связь с тобой. Вот я ее нажимаю, когда я там: Ваня, давай что-то там делать. А ты еще забыл, вот я вижу петлиметр. То он очень странно расположен и... Да, эту вещь сделали с этого года, появился петлиметр, но я сегодня пробовал пользоваться им. Не работает, да? На любой скорости, на какой бы я ни нажимал его, у меня начинает машина сразу тухнуть обороты, даже если я еду 30. Но он все равно вниз идет. Он все равно вниз идет. То есть она не работает. Но здесь много чего не работает, потому что передачи мне показывают, по-моему, до 12 передачи. Хотя коробка 4 передачи. Она мне показывает какие-то цифры, я даже туда не смотрю. Вот. Ну и все, Ваня. Больше ничего. А руль не двигается у тебя и педали не двигаются? Руль не только двигается, сидушка. педали не двигаются, двигается сиденье, хотя в GT-машинах запрещено, чтобы двигалось сиденье по безопасности. Потому что опасность в чем? Что сиденье, когда... Что отломал. Когда сиденье регулируемо, у него больше шансов сорваться, ну, обломаться каким-то механизмом. В GT-машинах сиденье сделано очень крепко вместе с кузовом машины. Здесь оно на салазках, и у меня было в брейнскетче, что у меня лопнуло сиденье. Потому что если сиденье при крэше оторвется, это смертельно для пилота. Потому что все последние года, которые были смертельные случаи в машинах, не из-за того, что с машиной что-то повредилось, отрывалось сиденье у пилота. И в Лимане, если мы помнишь авария, когда Астон Мартин перевернулся, у него дверь еще отлетела. Как давно было, недавно? Vantage, это было давно, еще в Vantage ехали. Vantage, в GTA классе. Это было в Монце, мне кажется, помнишь? Или в Монце. Монце, а по ребрику он ударился. Да, по рогам. Да, Да, это в Монце был. Да. Потому что у него оторвалось сиденье. Может быть, это было Монце. Вот. Тебя защищает сетка от прилетающих деталей в салон. Потому что в салон может залететь и колесо, и все, что хочешь. В Наскаре постоянно что-то летает. Как ты летишь, как в метеоритный дождь. Потому что впереди кто-то цепляется, крэшит, отлетают куски боди-кита. Камушки. Во-первых, ты чумазый всегда. То есть морда у тебя черная после гонок. Комбинезон — это просто что-то с чем-то. С GT-машиной ты когда выходишь, ты всегда чистенький. Да? Красивый, ты там с кондиционером. Там и в белом комбезе можно ехать. Тут белый комбез — это 20 минут. Все, он черный. Вот. Ну вот и все. Завтра у нас вторая гонка. И что, завтра я тебе расскажу тогда еще про серию глобально. Да. Могу рассказать, сколько стоит, про деньги и про удовольствие. Деньги и удовольствие. И как молодым пилотам можно сюда попасть и получать удовольствие тоже. Это, кстати, тоже интересный момент. Расскажу это завтра, после гонки или перед гонкой, посмотрим. Вот. Все, до завтра, Ваня. До завтра. Так, ну что, после вчерашнего прекрасного субботнего дня, удачной гонки, сегодня у нас воскресенье, вторая гонка. Ваня, ты готов? Конечно, всегда готов. Всегда готов. Какой у нас план? Как вчера, выжить первые круги, не развалиться. Ты сегодня такой-то не веселый, такой сегодня, как вчера. Найди жизнь в себе. План на сегодня такой же, как вчера. Обогнать как можно больше машин, не развалиться, не сделать глупых ошибок. Но вчера тактика получилась. На старте получилось объехать. И на первом круге, там, по-моему, я не знаю... На первом круге ты уже 3 позиции отыграл. Да, но там еще передо мной был крэш, и машина так, там в шпильке. Я не знаю, может там Женя потом глянет. Это из этого сейфтикар там был? Да. Нет, сейфтикар был из-за третьей машины. У нее же колесо оторвало, и она не доехала. Вот наш Монти. Вот Монти вчера тоже получил по хамуре.
Он, мне кажется, на самом первом круге вылетел. Но он на самом первом, да. Конечно, Еще будет. более жесткая гонка, потому что последняя гонка сезона, они все будут ехать на все бабки. Соответственно, нам нужно... Нам нужно просто забрать бабки Да. и не ехать. Я беру Берем деньги. бабки и быстро сматываемся. Солнышко, сухо. Вообще в Цольдере под конец сезона из всех гонок, по-моему, 2 раза только была сухая погода. 1 раз мы здесь вообще плавали очень сильно. Мы даже гонку закончили, это в 2020 году было. Гонку закончили под сефтикар. Под сейфтикаром? Да, потому что воды было очень много разложилось машин. Ваня, давай, пока уже мы стоим, давай про деньги. Про У тебя деньги? деньги есть? Нет? Шучу. Нет, Давай конечно. про спорт. Так вот, чтобы ехать на СКАР, у тебя должна быть интернациональная лицензия С, то есть у тебя должен быть какой-то национальный опыт гонок. И потому что Евронаскар — это чемпионат Европы. Ты можешь зарегистрироваться, если у тебя уже интернациональная лицензия С, ты можешь зарегистрироваться в чемпионат. Команды предлагают место. Короче, пилот должен принести спонсорских на одну машину в районе от 80, ну смотря какие, ПК там 150, 160, да, ну минимум 80 тысяч евро и больше. Поэтому надо рассчитывать, это одну дивизию какую-то ехать. Надо рассчитывать, что, значит, дивизия ПРО, там золото, серебро, бронза пилоты. Челлендж есть, челлендж — это бронзовые пилоты между собой. Роки — это молодые пилоты, которые до 2 лет, ну, первые 2 сезона участвуют, и кому ниже, по-моему, 25 лет, да, или 23? Наверное, 25, мне кажется. Да, 25 лет, да. Есть NASCAR Open, или как раньше назывался NASCAR 2. Да. Это, в принципе, в основном бронзовые пилоты. Конечно, там могут ехать и быстрые пилоты тоже, что делают в этом году все. Они едут просто 2 дивизии, они едут и Pro, и NASCAR Open, но большую часть в NASCAR Open едут любители или молодые пилоты. По цене оно плюс-минус одинаково. Одинаково, да. Просто у тебя есть там больше... Ну, в NASCAR Pro действительно тяжело, потому что там все, в принципе, весь пелотон практически быстрый. А в NASCAR 2 ты можешь подтянуться. И многие ехали на NASCAR 2, когда они уже ехали там в топ-5, они потом переходили в NASCAR Pro. Ну, вот многие здесь есть, кто... А вот ты сказал, в этот бюджет уже какие-то крэши заложены? Или Ну, я нет? только хотел сказать, что надо еще рассчитывать на крэши. Это отдельно платится, где-то, ну, в районе 20-30 тысяч евро надо рассчитывать. Ну, За сезон? Скажем, в среднем случае. В плохом случае это может быть и 100. Если машину развалил полностью, были такие случаи. Вот Макс переворачивался в Brands Hatch. Я думаю, из-за этого у него проблема с Cal Racing, он там больше не едет, потому что машина была полностью убита. Ну, средний легкий крэш обходится где-то в районе 5000 евро, если у тебя только бодикит, там без серьезных повреждений. Но если у тебя вот крэш-пэд, например, вот этот карбоновый, который я показывал, если он поврежден, то это уже в районе 8000 евро. А если, во-первых, мотор, если один раз пилот ошибется передачей и включит нижнюю передачу, ну, бывало такое, особенно на Edge, вместо третьей включали первую, тогда ты перекручиваешь мотор, у него тут же гнутся клапана, да, и это сразу 9000 евро. Ну, все равно это по сравнению с другими сериями. Нет, достаточно в плане бюджетно. NASCAR, в плане крэша и ремонта очень бюджетный по сравнению с GT4, GT3. Ну, GT3 вообще в космос, да. Там вообще космос. GT4 как бы там более-менее, ну, GT4 мы с тобой тоже ехали, мы знаем цены. Ну, GT4 тоже дорого бить. Да, бить машину дорого, да, особенно Aston Martin. Скажи, страховки здесь работают, как вот в GT? Здесь, Никто это не здесь берет? есть страховки, берут, но у тебя получается франшиза 10 тысяч евро. Я не думаю, что это есть смысл это делать. Ну да, у тебя больше крэша, наверное, будет меньше Да. этого. А стоит она, по-моему, 2500 за гонку, то есть тебе 5000 надо заплатить за выходные. Но я считаю, что это нет смысла. Ну да. Правда, не перед гонкой, сейчас ту-ту-ту. Да. Вот. Я слышал еще от одного украинского пилота про NASCAR, то, что они делают какие-то коллективные тесты, куда можно приехать, попробовать, команды вербуют. Там, Да, это то, что, чего да. нету в Есть, GT, например. да, есть у них программа рекрута, так можем назвать, да, ее. Раз в году, в конце сезона, в декабре месяце, они делают это на французском треке, на юге Франции. Они проводят как свой такой тест-день, их там 2-3 дня. Раньше вел сам Жак Вильнёв отбор. Пару профессиональных пилотов находится на треке, и они смотрят молодые таланты, дарования. Что тебе может это дать? Они могут тебе сократить стартовые. То есть, например, если они видят, действительно ты способный, и им интересно тебя взять, стартовые, по-моему, стоят в районе 12 или 13 тысяч евро. За сезон или за год? За сезон. Они могут тебе сократить стартовые, могут тебе помочь с покрышками.
То есть у них какой-то спонсор-пакет есть. Но у них хорошие призовые, если ты выигрываешь чемпионат. То есть они дают и деньги, и резину, и поездку в Америку, и старт в Америке на американской машине. У них действительно в плане этого они щедрые по сравнению с другими чемпионатами, где Где ты только кроме вазочку покала, дали, да, кроме кубка ты ничего не получаешь, то здесь они тебя мотивируют. Проблема Наскара, наверное, единственная в том, что кроме Америки у тебя нет будущего. Да? То есть как бы опыт Наскара тебе не надо переносить в ГТ машины, потому что это совсем другая машина, совсем другой путь. Поэтому у тебя есть Наскар, может вместо Наскара какие-то есть там миджеты, да, или там какие-то есть куча... Ну да, такие не Да. средненькие Но я серии, думаю, что да. если говорить про уровень чемпионата Европы, я думаю, Наскар, ну вот в этих классах это, наверное, самое высшее, что может быть. Я не думаю, что есть По какая-то сравнению серия. с миджетом, да, думаю. Наверное. Ну, есть какие-то, я не знаю, есть какие-то разные, там, я никогда ими не Их увлекался, много, да. А скажи, много пилотов, кто выигрывал Евро-Наскар в Европе, переходил в Америку? Ну, Кто-то там Алан Дей, зацепился? он там много раз ехал. Зацепился, нет. Я думаю, тут вопрос бюджета, про который я говорил, что там сумасшедшие бюджеты, и тебе надо спонсоры. Infiniti тоже там очень дорого были, да? Там все дорого. Единственное, что кто-то ехал траки эти, грузовички. Вот кто-то их ехал, но я же тебе говорю, это другой мир. Ваня, я тебе желаю удачной гонки. Это я тебе желаю удачной гонки, ты же рулишь, а? Вот, Давай. Чисто проведем уикенд Давай. и по пиву. Ваня, ну что, все хорошо, что хорошо кончается, да? Насмотрелся крэшей. Да. Сегодня очень ярко было на старте, конечно, маги бедные. В падоке ходят слухи. Сначала подошли, мне сказали, 6 раз перевернулся, потом 11, потом 14, уже на подиуме 18. То есть, ну, где-то от 6 до 18 точно. Да. А я еще на вышке стоял, я как раз видел этот крэш, и машина так быстро летела и переворачивался. Мысль в тот момент была единственная, это, надеюсь, это не наша машина. А потом Женя сразу говорит, там крэш был, ну, слава богу. Но да. Но с 23-го места стартовал, 13-й в общем. Да, и ехал. третий в челлендже. И третий в челлендже, да, нормально. Мачканул. Стратегию реализовали. Я на 2 подиума вообще не рассчитывал. Я на 1 подиум не рассчитывал после двухлетнего перерыва. Но, видишь, где-то просыпается какой-то там тот маленький Женя. Чуйка, куда надо, Да, в и какую дырочку лезть, начинает- а куда не ехать. Начинает на автомате заезжать во все дырочки. Ну вот. Спасибо, Ваня, за то, что ты делал мне суппорт такой Спасибо крутой. тебе. Спасибо команде, Жду, что- спасибо всем. Как в прошлые времена, да, как бы всей нашей наскаровской семьей. Спасибо. Жду, что позовешь меня на обзор какой-то машины на ринг. Обязательно, Да. Это будет круто. обязательно, Ваня. Куда без тебя? Давай. Давай. Все, всем пока. Пока-пока.